Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Настоящая итальянская кухня знаменита не только разновидностями пиццы, лазаньи, ризотто, пасты, но и всевозможными рецептами приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Не так давно у меня на канале вышло видео с приготовлением лосося под сливочно-икорным соусом. И все, кто готовил это блюдо к праздничному столу, остались очень довольны. А сегодня хочу предложить вам еще один проверенный рецепт приготовления этой роскошной рыбки. Будем готовить стейки лосося по-итальянски, запеченные под сливочным соусом и сыром моцарелла. Лосось – это вкусный и нежный деликатес, который хороший и сам по себе. А в сочетании с сочными овощами, ароматными итальянскими травами и нежным соусом рождается необыкновенно праздничное блюдо, достойное самых торжественных случаев. Для его приготовления понадобятся стейки лосося толщиной 2-3 см с кожей без чешуи. У меня 7 штук, общим весом 1 кг 300 граммов. Подготовим маринад для рыбы. В чашу наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла. Кто любит оливковое масло, может использовать его. Добавляем столовую ложку лимонного сока или белого сухого вина и всыпаем приправу к рыбе. Я воспользуюсь приправой камис. Это готовая композиция трав, овощей и специй, которая придаст нашему блюду неповторимый аромат и насыщенный вкус. В состав этой приправы уже входит соль, поэтому дополнительно солить рыбу я не буду. В упаковке 25 граммов, и этого количества как раз достаточно для нашего рецепта. Маринад для рыбы не случайно готовится на основе масла, поскольку именно в нем лучше всего раскрывается вкус и аромат специй и пряностей. Смазываем стейки со всех сторон подготовленным маринадом и сразу же укладываем в форму для запекания. Запекать и подавать рыбку можно как в общей форме, что я и сделаю, так и в порционных керамических, стеклянных или чугунных формах и сковородках. Рыбка замаринована. Пока отставляем ее в сторону и займемся подготовкой овощной начинки. Устанавливаем сковороду на плиту, наливаем немного растительного масла и пока оно разогревается, мелким кубиком нарезаем крупную луковицу. Отправляем лук в сковороду и обжариваем до слегка золотистого цвета. А тем временем подготовим грибы. У меня свежие шампиньоны, которые я предварительно помыла и обсушила бумажным полотенцем. Нарезаем их довольно крупными ломтиками. Использовать можно любые грибы, как в свежем, замороженном, так и в консервированном виде. Отправляем грибочки в сковороду и обжариваем вместе с луком до золотистого цвета и полного испарения грибного сока. А тем временем подготовим свежие помидоры. Удаляем у них плодоножку и нарезаем поперек на очень тонкие кружочки. Не забывайте периодически помешивать грибы. Также нам понадобится сыр, который необходимо натереть на крупной терке. Желательно, если это будет моцарелла, но можете взять и любой другой. Добавляем к нему хлебные крошки и хорошо смешиваем. Это не панировочные сухари, а именно белый хлеб, который можно измельчить в блендере или натереть на терке. Грибная начинка готова. Перекладываем ее в отдельную посуду и сейчас займемся приготовлением сливочного соуса. Для этого устанавливаем сотейник на плиту, вливаем немного растительного масла и туда же отправляем кусочек сливочного. В хорошо нагретое масло нарезаем пару зубков чеснока и буквально в течение 1 минуты прогреваем его, чтобы чеснок отдал свой аромат. Но зажаривать его не нужно, иначе масло будет горьким. Через минуту извлекаем чеснок. Добавляем в масло муку и в течение 30 секунд, не переставая мешать, обжариваем ее. В несколько приемов вливаем в сотейник сливки жирностью от 10 до 20% и постоянно помешивая доводим смесь до состояния соуса. В
В готовую сливочную массу всыпаем соль с белым перцем, перемешиваем и для придания соусу характерной средиземноморской нотки добавляем сухие пряные травы. Я возьму приправу травы итальянской кухни от Камис. Это очень ароматная смесь из натуральных трав, которая идеально подходит для приготовления этого блюда, поскольку в ее составе присутствует орегано и базилик. Все хорошо перемешиваем и в последнюю очередь добавляем сок лимона. Попробуйте соус на вкус. При необходимости досолите. Нам нужно довести смесь до кипения, но не кипятить, а сразу же снять с плиты. Ароматный сливочный соус готов. Тем временем лосось хорошо промариновался. Сверху на стейки раскладываем обжаренные с луком грибы. Щедро поливаем нежным сливочным соусом. Поверх выкладываем нарезанные кружочками помидоры. И посыпаем смесью тертого сыра с хлебными крошками. Отправляем подготовленную форму со стейками в заранее разогретую до 200 градусов духовку и запекаем в течение 20-30 минут в зависимости от количества порций и толщины стейков. Благодаря тому, что рыба готовится очень быстро, она не теряет своей пользы, при этом отлично пропекается, остается сочной и нежной. В процессе приготовления превосходный сливочный соус пропитывает рыбку, сыр начинает плавиться, а хлебные крошки, подрумяниваясь, образуют хрустящую золотистую корочку. Итак, лосось в сливочном соусе по-итальянски готов. Перекладываем еще горячие стейки на сервировочное блюдо, украшаем свежей зеленью и подаем к столу с бокалом белого сухого вина. Рыба, приготовленная по этому рецепту, необыкновенно ароматная, аппетитная и прекрасно подходит в качестве основного горячего для любого семейного торжества или романтического ужина. Вкусная овощная начинка и утонченный сливочный соус с пряными итальянскими травами идеально дополняют эту нежную красную рыбку. Благодаря удачному сочетанию продуктов блюдо получается довольно сытным, самодостаточным и не требующим гарнира. Вместо лосося можно использовать любую другую красную рыбу. Рекомендую приготовить и попробовать это изысканное блюдо. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх, делитесь видео с друзьями и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлист «Горячие блюда», где вы найдете и другие вкусные рецепты, в том числе и из рыбы. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.